Теплый подставочный профиль. Что это такое и зачем его применяют? Возможно, вы сталкивались с тем, что в районе стыка окна и подоконника у вас дует. Но это может быть совсем не продувание, а именно промерзание. Обычный подставочный профиль по теплоэффективности сильно-сильно хуже. Соответственно, образуется мостик холода. Дальше второй нюанс – это вес окон. Обычный подставочный профиль под весом данных конструкций проминается, сминается, и у нас теряется геометрия нижней части рамы. То есть она проседает, может идти дугой, возможно, вы с таким сталкивались. И чтобы не допускать всех этих проблем в будущем, мы решаем их с помощью теплого подставочного профиля. Подписывайтесь на нас, чтобы знать больше, и ставьте лайки.